сегодняшнем выпуске нас ждет много хорроров. Поэтому... Всем привет! Вы на канале Манго24, меня зовут Лилия, и сегодня я расскажу вам самые жуткие и самые интересные новости мира манги в России за вторую половину ноября. Но начнем мы с новостей необычного и, наверное, не самого известного издательства Терлецкий комикс. 20 ноября в печать ушли последние два тома манги Mob Psycho 100, 7 и 8. Сейчас на них доступен предзаказ, а в продаже они должны появиться в декабре. И есть небольшие бонусы к финалу манги. Первые 500 покупателей 8 книги в интернет-магазине «Читай города» получат голографическую своп-карту с мобом. В комикс-шоп отправится 500 голографических своп-карт с Рейганом, а на маркетплейсах и в магазине издательства можно будет приобрести полный комплект книг со скидкой, а также получить в подарок один из 500 наборов наклеек с ямочки. Как-то так. Наконец-то мы добрались до новостей издательства «Фабрика комиксов». И в этом месяце они проявили большую активность. 17 ноября сообщили, что в печать отправилась манга «Детективное агентство города призраков». Сюжет таков. Детектив-экстрасенс общается с духами и с их помощью раскрывает преступления разной степени тяжести. Звучит довольно банально. Жанр ужасы, сверхъестественное, сёнэн, экшен. Информации в сети о ней практически нет, так что эта манга для нас, можно сказать, темная лошадка. Как я понимаю, она еще не переводилась ни на английский, ни на русский языки. По крайней мере, я смогла найти только японские сканы. Поэтому, если вы не знаете японский язык, предварительно ознакомиться с мангой и понять, нужна ли она в вашей коллекции или нет, не получится. Правда, там особо и знакомиться не с чем. Манга небольшая, состоит всего из 2 томов, но стиль рисунка вроде неплохой. Бодрый. 18 ноября объявили новую лицензию хоррор-манга Хинацуги-Мура. Еще одна темная лошадка. Жанр сверхъестественное, сёнэн, ужасы. Данная манга состоит из 1 тома, и история повествует нам о людях, которые заблудились в горной деревне. Ну а больше мы сможем узнать только уже после покупки манги. Правда, пока даже непонятно, когда она отправится в печать. А вообще хотелось бы, чтобы Фабрика комиксов давала немножко больше информации о своих новых лицензиях. 19 ноября объявили еще одну новую лицензию – новый магазинчик ужасов. Это как тот магазинчик ужасов, который Фабрика комиксов уже выпускали, но только новый. Название, конечно, поменялось не сильно. Интересно, что выпуск первого, старого, обычного, простого магазинчика ужасов Фабрика завершила уже давно, в 2010 году, а за новый взялись только сейчас, спустя 13 лет. В жанре к этой манге указано сверхъестественное, ужасы, комедия. Что? Комедия? 25 ноября из печати вышли 2 хоррор-манги авторства Хидеши Хина. Ясновидящая Мако и Костяная кукла и другие обитатели мандалы. Обложки по-настоящему жуткие. Кстати, многие жалуются, что уже устали от манги авторов Хидеши Хина и Дзюнзи, и хотят, чтобы Фабрика комиксов выпускала какие-то более разнообразные проекты. И вроде бы с хоррорами 2 этих авторов Фабрика комиксов завершает, и в скором времени нас ждут забористые хорроры других авторов. Издательство Миф продолжает выпускать артбуки китайских художников. 26 ноября в печать отправился артбук с иллюстрациями художника Тан Цзю, собранными за 10 лет, со специальным послесловием для читателей в России. Как пишет издательство, Тан Цзю – популярный китайский художник, один из авторов студии Моспака. Что за зверь эта студия Моспака? А тем временем издательство Азбука продолжает работать за себя и того парня. Давайте сначала пройдемся по книгам, вышедшим из печати. 20 ноября объявили о выходе 6-й книги «Пустая шкатулка» и «Нулевая Мария». В тот же день сообщили о выходе манги «Медалистка. Книга 2». А 23 ноября вышел из печати долгожданный One Punch Man книга 14. В печать же отправилась 20 ноября «Медалистка. Книга 3». Такое ощущение, что у Азбуки большие надежды на мангу «Медалистка». Так они ее усиленно рекламируют, что даже привлекли к этому процессу профессиональную фигуристку. То есть рекламируют мангу про фигурное катание среди фанатов фигурного катания. Вроде бы логично. Осталось только, чтобы среди фанатов фигурного катания оказались фанаты манги. Тогда пазл сложится. 21 ноября в печать ушла «Госпожа Кагуя. Книга 12». Медленно, но верно мы приближаемся к финалу манги. 12-я книга содержит 23 и 24 тома. И я напоминаю, что всего в этой манге 28 томов. Также у Азбуки появился график на 2024 год. В целом график выглядит довольно обычно, но есть нюансы.
В феврале возможно дополнение по манге. И все мы надеемся, что это дополнение будет новой лицензией. Азбука намекнула, что в их графике есть кое-что для внимательных. Наверное, речь идет о том, какой именно будет новая лицензия. Если, конечно, это будет новая лицензия. И в комментариях уже разгорелись горячие обсуждения на эту тему. Так как в графике над словом «манго» есть символ, называемый надстрочной звездочкой, и похожий на цветок с 6 лепестками, есть несколько интересных предположений. Первый вариант, что новая лицензия будет черный клевер, так как в его названии есть похожий цветок, правда с другим количеством лепестков. Одного лепестка не хватает. Но все же. Второй вариант – Golden Kamuy или Золотое Божество. Кому как удобней, так как на головном уборе главного героя присутствует звезда. Уже немножко ближе, но опять звезда не шестиконечная. Третий вариант – манга «Звездное дитя», так как в ее названии и в глазах главной героини присутствует символ звезды – шестиконечный. Лично мне этот вариант кажется самым удачным. Если у вас есть еще какие-то интересные версии о том, какая же может быть новая лицензия Азбуки, с удовольствием почитаю их в комментариях. А я с вами прощаюсь. Увидимся. Маттане!